11 июня 2024 года супружеская пара опытных яхтсменов Брэд Клибери и Сара Паквуд после месяцев тщательной подготовки отправились в долгожданное путешествие. Им предстоял океанский переход длиной чуть менее 1700 морских миль в направлении Азорских островов, куда они планировали прибыть примерно через 21 день, ко 2 июля, при среднем темпе дневного перехода 80 миль, что представляло собой весьма консервативный и реалистичный расчет. Брэд и Сара были далеко не новичками в яхтинге. Они вдвоем совершили переход на своем 42-футовом кетче по имени Террас из Британской Колумбии на западе Канады до берегов Новой Скотии на ее востоке, обогнув при этом Панамский канал и всю Северную Америку, а также поженившись прямо на борту своей яхты. В дальнейшем они намеревались отправиться в путешествие в Средиземное море. Это была не первая их попытка отправиться через Атлантику. В 22 году они уже пытались пересечь океан этим маршрутом, но вынуждены были вернуться обратно, столкнувшись с непогодой в районе острова Сейбл, что говорит о них как о разумных и осторожных моряках, не стремящихся любой ценой пройти намеченным путем. И то, что случилось в этот раз, вызывает массу вопросов. Изюминкой их нового путешествия было то, что они называли «Зеленой Одиссеей», а именно они намеревались совершить свое путешествие, не сжигая вредное ископаемое горючее, пользуясь при этом лишь энергией солнца и ветра, для чего на борту было установлено около 2 кВт солнечных панелей, а сама лодка была оснащена электродвигателем. Из средств связи на борту была стационарная и портативная радиостанция VHF Standard Horizon, АИС класса B с транспондером SART и Garmin Enrich Tracker, оснащенный кнопкой SOS. Есть также информация о наличии на борту спасательного радиобуя и PIRB и спасжилетов экипажа, также оснащенными персональными спасательными радиомаяками. Но ничто не предвещало беды. В путешествии супругов провожали друзья из Дартмутского яхт-клуба Галифакса. Все делали фотографии друг друга, и настроение было отличное. Друзья договорились следить за путешественниками и поддерживать связь с ними через текстовые сообщения GPS-трекера Garmin. При выходе из залива, где расположен город Галифакс, в океан, Брэд и Сара записали свое прощальное видео и выложили его на своем YouTube-канале. Это был вечер 11 июня. Через 2 суток, в 15:36, практически среди бела дня, связь с яхтой внезапно пропала. Никаких сигналов бедствия, никаких признаков надвигающихся проблем или других тревожных сообщений от них. Ничего не приходило. Их трек просто перестал обновляться на карте, как будто бы оборвавшись в одной точке в 60 милях южнее печально известного и пользующегося дурной славой острова Сейбл. Неофициальное прозвище этого острова – кладбище кораблей. Но то дела прошлые. А сейчас, в эпоху спутниковой навигации и радаров, остров давно не представлял собой той опасности мореплавания, что раньше. Друзья и родственники хоть и встревожились, но панику не поднимали, предполагая какую-либо техническую неисправность некритического плана. В самом деле, погода стояла хорошая, ветер дул юго-западный, на лодке было все необходимое для того, чтобы подать сигнал тревоги, которого никто не получал. Нередко люди пропадают в океане со связи неделями. Потом в добром здравии оказываются в месте пункта своего назначения. Однако через 6 дней, связавшись с береговой охраной, их все же объявили пропавшими и стали искать. Погода в этом секторе Атлантики на протяжении всего времени с момента их выхода была хорошей, поэтому их искали, но как будто бы не особенно настойчиво. Всем кораблям в этом регионе от острова Сейбл, где пропала связь, и до Азорского архипелага 1-2 раза в день рассылались сведения о разыскиваемой парусной яхте белого цвета с розой на корме и с просьбой вести пристальное наблюдение и сообщить любые сведения, если они вдруг появятся. Поиск осуществлялся в режиме дистресс, то есть режим бедствия и неименуемой угрозы жизни экипажу не объявлялся. Все стороны соглашались, что при намеченном маршруте и благоприятных погодных условиях не стоит поднимать большую панику до момента их ожидаемого прибытия 2 июля. Повторюсь, сигнал бедствия от яхты не поступал. Их GPS-трек до момента потери связи не наводил ни на какие мысли о возможной потере хода или другой неисправности. Запас пищи, воды и энергии на борту имелся достаточно. 2 июля, в день ожидаемого прихода Терраса на Азоры, статус ситуации был эскалирован до уровня Mayday. Поскольку предыдущие поиски результатов не дали, территорию решили расширить, подключив к делу американскую береговую охрану. После чего маршрут от острова Сейбл до Азоров начал патрулировать поисковый самолет Геркулес Си-130. Но и он ничего не смог обнаружить. И теперь тревогу забили во все колокола, но все было тщетно. Развязка наступила через 10 дней после объявления режима бедствия.
когда к берегам острова Сейбл была вынесена морем черная 10-футовая надувная шлюпка, или, как это называют яхтсмены, тузик, в которой находились тела 2 человек, которых позже определили как тела Бретта Клибери и Сары Паквуд. Этот ужасно трагичный конец супруги, бывшие, по словам друзей, жизнерадостными и очень добрыми людьми, встретили, находясь посреди открытого океана, где в эти дни температура воды составляла 15 градусов, а температура воздуха от 10 до 15. Шансов продержаться 2 пожилым людям в этих условиях хоть сколько-нибудь длительное время в открытой надувной лодке практически не было. Таким образом, поиски Бретта и Сары были завершены, а поиски яхты, в связи с отсутствием дальнейшей угрозы жизни, были остановлены. Террас больше никого не интересовал, и что на нем произошло, мы не знаем. Как не знаем мы и точную причину смерти моряков, и то, что заставило их сесть в тузик, не воспользовавшись ни спасательным плотом, ни поисковыми маяками, ни кнопкой SOS на Garmin InReach. В этой трагической истории очень много вопросов. Меня, как шкипера и как сюрвейера, всегда глубоко затрагивают подобные события. Да, яхты нередко пропадают в океане, и от них впоследствии не приходит никаких новостей, и даже не остается каких-либо следов, свидетельствующих о причинах произошедшего. И мало-помалу, когда горе скорбящих затихает, от этих грустных историй часто не остается ничего для извлечения уроков или анализа возможных ошибок, приведших к трагедиям. Мы ничего не узнаем о мелких обстоятельствах, которые могли наложиться друг на друга невероятным образом, подобно дыркам от швейцарского сыра, приведя к смертям и потерям. Увы, мы гораздо чаще становимся свидетелями невероятного везения в море, которое служит почвой мифа о его доброте и о том, что море само тебя всему научит. Главное, поднимай парус и иди. Это называется ошибкой выжившего. Восприимчивы к этому мифу как новички в яхтинге, которые еще не знают, чего нужно бояться, но также и просоленные седые мариманы, девиз которых «Раз я не утонул за все эти годы, значит, я все делаю правильно». Я проходил это в своем прошлом, но не питаю иллюзий, и сам являюсь таким же выжившим, при этом критически рассматривая свой собственный и чужой опыт. Я стремлюсь извлекать уроки из чужих ошибок и трагедий, чтобы предотвращать новые. Мне гораздо ближе высказывание моего друга и учителя, английского моряка Грэма Рансли. В море все медленно происходит, но быстро случается. Или еще одно. Море – жестокий учитель. Тех, кто не учит его уроки, он убивает. Но что же случилось и какие уроки можно извлечь из трагедии? Яхта среди бела дня в хорошую погоду без подачи сигнала бедствия пропадает с радаров, а экипаж совершает, казалось бы, совершенно нерациональный поступок, садясь в черный тузик, неподготовленный для выживания и поисков в море, в котором вскоре оба путешественника погибают. Поэтому я и захотел копнуть глубже, проанализировав возможные причины и ход развития событий. И вот что у меня получилось. Судя по отсутствию сигнала бедствия, катастрофа застала экипаж врасплох. И несмотря на то, что все случилось при дневном свете, они не смогли воспользоваться связью для сообщения о бедствии. Из вероятных причин могу предположить одно или несколько наложившихся обстоятельств. Район бедствия не случайно пользовался печальной славой, потому что остров Сейбл известен своими густыми туманами, периодически возникающими из-за сочетания холодного воздуха, а в дни катастрофы его температура была всего 10 градусов, и теплой воды Гольфстрима, который был 15 градусов. Экипаж мог двигаться в условиях очень плохой видимости, что наводит на мысли о возможном столкновении с большим кораблем, не заметившим яхту, что нанесло пластиковому корпусу внезапный катастрофический ущерб, не дав экипажу шансов на подачу сигнала бедствия. Интересно, что, судя по сообщениям в прессе, основной версией происшедшего является столкновение с другим судном. Мне непонятно только одно. Все АИС-треки коммерческих судов записываются, и узнать, кто и когда проходил через этот квадрат, где произошла катастрофа, не представляет собой сложности. Так что, если это действительно было так, то мы скоро об этом узнаем. Предотвратить ситуацию столкновения с судном помогла бы неусыпная вахта, слежение за АИС, а также хороший радар, который бы помог определить приближение другого крупного объекта. В принципе, современные АИС-системы также позволяют выставлять алармы на опасной траектории сближения. Но есть одно исключение – это военные суда, которые ходят с выключенным АИС. А район острова Сейбл характерен тем, что здесь на шельф выходит огромное количество морских кабелей, и я думаю, что он является зоной повышенной бдительности военных. Мы про это, разумеется, ничего не узнаем. Но радар в этой ситуации мог бы спасти Террас. От себя хочу сказать,
что хотя переходы океана вдвоем довольно распространенная практика, но круглосуточную вахту вдвоем нести довольно тяжело, особенно в первые дни. Возможно, взяв к себе на борт третьего члена экипажа, они могли бы облегчить себе эту задачу. После столкновения дальнейшее развитие событий могло происходить следующим образом. Вода через пробоины поступает внутрь. Брэд и Сара выбегают на палубу. В процессе поступления соленой воды внутри лодки от короткого замыкания загораются литиевые батареи, расположенные под трапом кают-компании. Кто хоть раз видел, как горят литиевые батареи, никогда этого не забудет. Эффективных и действенных средств тушения этого пожара на яхте я не знаю. Фонтан ядовитого дыма и огня, а литиевые батареи горят поистине ужасающим образом, не дает времени на активацию спас-плота, и моряки пытаются спастись на шлюпке, которая, судя по последним их фотографиям от 11 июня, была закреплена на носовой части судна. Портативное устройство Garmin InReach, которое у них было, не является водонепроницаемым. В морской воде не работает. Возникает также вопрос насчет спас-жилетов, которые по имеющимся сведениям были оснащены поисковыми радиомаяками. Были ли они надеты на моряках? И если да, то почему они их не активировали? У меня нет на этот счет разумных мыслей, кроме того, что спас-жилеты надеты не были, а времени на поиск в панике не было. Вторая версия катастрофы – столкновение с погруженным контейнером или другим крупным объектом. По сути, сценарий повторяет первый, но с той разницей, что обнаружить контейнер ни радаром, ни, разумеется, АИСом нереально. Дальше все развивается похожим образом. Быстрое поступление воды, пожар литиевых батарей, и в этой ситуации у них, оказывается, нет времени на активацию спас-плота, который был установлен прямо над люком кают-компании, то есть над литиевыми батареями. Это приводит к еще одному заключению. Было ошибочно выбрано место установки спас-плота. Да, мы все давно привыкли видеть спас-плоты, поставленные под серединой гика, рядом с люком в кают-компанию. Там он никому не мешает загорать. Но задача спас-плота не в том, чтобы никому не мешать загорать, а в том, чтобы спасать. И будь он установлен в правильно выбранном месте, его можно было легче активировать. Он не был бы подвержен воздействию огня, а также в случае переворота или нокдауна яхты, например, при столкновении с кораблем, его автоматическая активация не привела бы к застреванию спас-плота между гиком и палубой. Оранжевый спас-плот гораздо заметнее в океане, чем черный тузик. У него есть крыша и стенки, которые худо-бедно, но защищают от ветра и холода. На спас-плоту также имеется небольшой запас воды и питательных брикетов, которые позволяют выжить несколько дольше. Третья версия почти невероятна, но в мире катастроф вполне возможна. Это внезапная обрушающаяся волна-убийца, существование которых официально доказано океанологами. Такие волны зарегистрированы в Северной Атлантике даже в хорошую погоду. А поскольку катастрофа произошла в районе окончания шельфовой плиты и резкого снижения океанской глубины с километра до нескольких сот метров, я допускаю данные события. Возникают такие волны исключительно редко, но все-таки бывают. И, к сожалению, противопоставить им яхты такого класса вряд ли что-то может. Здесь ситуация могла развиваться по схожему сценарию, когда лодка была опрокинута, активировавшийся спас-плот застрял в нераскрытом состоянии под гиком, а экипаж мог лишь чудом забраться в тузик, где и пытался безуспешно спастись. И, наконец, четвертая версия, которая видится мне наиболее реалистичной, с учетом выяснившихся обстоятельств. Это спонтанное возгорание литиевых батарей. Негласным стандартом для установки в яхтах являются батареи с литий-железофосфатной химией. Они сравнительно дорогие, их энергетическая плотность не самая выдающаяся. Однако их главное преимущество – высокая химическая стабильность среди данного класса батарей. Однако же, из видео, которое записывал Брэд перед выходом, известно, что на борту стояли бэушные батареи с электромобиля Nissan Leaf с никель-кобальт-марганцевой химией. Преимуществом этих батарей является их высокая энергетическая плотность, а также низкая цена. Из-за этого батареи Nissan Leaf пользуются огромной популярностью в мире «сделай сам». Но их недостаток – значительно меньшая температурная стабильность и риск теплового разноса. Но даже если закрыть глаза на их меньшую температурную стабильность, они еще и печально известны тем, что обладают повышенным износом во время работы на электромобилях из-за отсутствия встроенной системы жидкостного охлаждения. Попросту говоря, в самих автомобилях Nissan эти батареи во время движения охлаждаются воздухом. А вот на яхте, куда их переставили, такой возможности охлаждения уже нет. Просто в силу установки батарей внутри лодки. Кроме того, нет данных, каким образом батареи из запечатанного электромобильного контейнера, непригодного для установки в яхте, были переставлены в саму яхту. И был ли при этом реализован их температурный мониторинг, который необходимо выполнять как во время их работы и разрядки, так и во время их зарядки. В яхтенном мире для установки литиевых батарей, а также для яхт, оснащенных электродвигателями, разработаны морские стандарты ABYC E13 и E30. А в основе любых стандартов лежат куча несчастных случаев. К
тому же использование поддержанных батарей от электромобилей Nissan Leaf на яхтах, где не обеспечиваются их проектные условия эксплуатации, является довольно опасной практикой. Однако же все мои соображения – это лишь версия. Мы, вероятно, никогда не узнаем, что стало причиной трагедии, оборвавшей жизни этих прекрасных людей. Мир праху погибших моряков и вечной Одиссее их душам. А вам безопасного яхтинга.